Вітаю вас у своєму саду. Я Світлана, і сьогодні у нас поплава зимова остання прогулянка. Але погода така непередбачувана, дуже тепло і вітряно. Но прогулянка все одно вийде. Ходімо, я вже підготувалася до весняних робіт. Свої рододендрини підготувала. Зараз все розкажу. Ну, раз мы находимся уже в этой зоне, пойдем отсюда. Сейчас возьму один из горшков своих с рододендронами. Я просто в свои кашпо поставила те, что приехали, рододендроны. И они у меня на крылечке там стоят. На ночь я их заношу все-таки еще в тамбур. Сейчас возьму. Вот это наш малыш, который всю зиму зимовал. Расскажу, что делать. А вот уже свой первый кустик маджента. Помните, я вам рассказывала и показывала, какие у него цветочки. Вот уже почки какие хорошие. Он не листопадный, но карликовый. Очень похож на самшит. Его, кстати, можно и так подстригать шариком. И он растет, по-моему, до метра. Насколько я помню. Будет тут такой кустик, цветы у него красивые, граммофончики. Ну, вот вы видите на экране, какой он такой красивущий. Прямо. Тут у меня молодила мои, молодятся. Молодятся. И сейчас сразу покажу нарциссы. Света ходила, искала, где же ей что посадить. Вот они, мои нарциссики. Уже вон листики. Я уже забыла, где я что понасаживала в саду. Скоро придут новые растения. И луковичные лилии, пионы еще заказала. И будем смотреть. Надо, чтобы уже проклюнулись растения. Вот про эту зону сада хотела рассказать. Сейчас пойду горшок с рододендроном одним возьму и покажу вам, что же я там придумала. Про рододендроны. Получила свои заказы. Два интересных сорта. Это сорт Hackmann's Charmant. Такой светло-розовый. Видите, у него будут по краям цветочков довольно рослый. И второй еще более рослый, судя по таким огромным листам, это Mrs. American Beauty. Он такой ярко-малиново, без красноты. Малиново-фуксиевый цвет. Возьмем, который полегче, горшок. Идемте, покажу вам. Значит, как вы помните, я вам рассказывала, я хочу этот газон весной. Это надо в конце апреля где-то выровнять. Землей досыпать. Сейчас снимем завязки вот эти. Мне что-то подсказывает, что уже тепло будет у нас. И завязывать его не надо. Передают прям сильно больших таких снегов и ветров. Не передают. Относительно тепло. Пельцблю. Ну, красавчик же. Красавчик. В общем, что я сделала? У нас уже копается земля. Поэтому я вот этот кусочек земли, не так, как тот газон, там мы будем сетку стелить от кротов. В общем, целая система. Воду проводить. Тут решила такую лайтовую версию попробовать. Но тут сильно был склон. Ну, земля неровная. И у нас вообще с этой стороны
И вот так туда идет на уклон. И тут было все совсем неровно. Я просто косила луговой газон, как получалось. Трава самая обычная. Земля копается, Свете не терпится. Первый этап я уже сделала, просто вскопала ее, немножко граблями поравняла. Сегодня по плану у меня корни тут повыбираю, еще более-менее поравняю, и все. До конца апреля она будет вот такая и стоять. Собаки будут бегать, дождик будет идти, и она утрамбуется естественным путем. Перед посевом газона я еще пройду трамбовкой. Потрамбую. Трамбовка у нас примитивная. Кувалда, и на ней плоская пластина. Кувалда 20 килограмм. И ее вот так просто, понимаете, опускаешь, длинная ручка там, и утрамбовываю. Мы уже эту стадию проходили с другими работами. Отлично, все работает. Для чего я буду ее утрамбовывать? Чтобы более ровную поверхность создать. Без, ну, ходить уже можно, но проваливается ноги. Я только вчера скопала тут все. И что же я сделала? Вот что я сделала. Я убрала отсюда наш такой временный бордюр из досок и вкопала вот такой пластиковый бордюр. Я вам за бордюры рассказывала. Он будет отделять газон от клумбы. Сюда иголок уже наносила, таких из леса. И сейчас покажу вот 2 ямы под свои рододендроны вырыла. И сейчас покажу, что же я буду тут делать. Кстати, пересадила с газона от дома вот этот можжевельник. Почему пересадила? Потому что не надо на газоне ничего сажать. Убедилась сколько раз. И он стал расти, становится больше. Обойти его там все проблемней. Даже если формировать. Газонокосилка не проходит. Я ножницами выстригала и решила, все. Надоели мне такие пляски. Так, сейчас покажу про рододендроны. Что же с ними делать? Именно сейчас. Так вот, что же мы будем делать? Помните, я вам показывала свой рододендрон, который я получила в конце ноября. Уже зима, холодно было. Я его пересадила из малюсенького горшочка P9 в такой больший. Я не знаю, какой-то C12 или какой больше. 2- или 3-литровый 2. Досыпала земли. Землю я смешала вот такой компост хвойный у меня в теплице там был, сейчас расскажу. И обычную покупную для рассады. Слабокислый такой грунт создала. Иголочками сверху он был присыпан. И стоял у меня при температуре 0, +1, -1. Такая температура. Зимовал. Это надо делать, если вы получили рододендроны, как я, поздней осенью. А у него, вон, смотрите, уже пошли росточки. Вон, боковые из-под листиков, ветки будущие. Все с ним хорошо. Помыть только надо. Значит, сейчас этот вариант уже не для нас. Для нас уже вот такой вариант. Я еще даже не распаковала. Вот наши рододендроны, которые приходят нам сейчас или мы покупаем. Высаживать я буду где-то через недельку, в зависимости от температуры. Будет стабильно +8, +10, может через 2 недели. Пока они постоят прямо в этих горшках, все с ними хорошо. Проверять только влажность грунта. Ничего больше делать не надо. Только потеплеет более-менее, я пересажу в эти свои ямы. Как я заправляю ямы? Я вам уже показывала посадку рододендрона. Прикреплю прошлой весной. Я красивые сорта тоже высаживала. Будем любоваться. Можно посмотреть. Кратенько повторю, что мы в яму насыпаем хвойный опад, а еще лучше хвойный компост. Что это такое? Я уже принесла из леса. Понад самой сосной выбирайте из земли, и даже вот с такой землей
Видите, перепревший хвойный компост. Он уже несколько лет там перепревал, лежал. Вот так вот обложим все, поставим, добавить высоты надо, чтобы на горочку на такую он получился, наш кустик. Вокруг все засыпем суглинком. Вот вы спрашивали, какая у вас земля. Вот суглинок, видите, он не черный и не глина, а такой тут и песок. Она очень легко все впитывает, эта земля. И такая даже жирная на ощупь. Присыпем немножко на горочку. Почему? Потому что потом постепенно все равно осядет. Я вам, когда уже высажу, покажу. Трубку капельную поправим, потому что рододендроны очень любят полив. Тенек им тут будет от моих скальных можжевельников и от древовидных гортензий. Они стеной поднимутся по 1,5 метра. И будет с той стороны, когда солнце, тень. С этой стороны тут будет тень от забора. Значит, по плану у меня 2 рододендрона тут посадить. Ну, вы поняли, я думаю, ответила я вам на вопрос, что же делать с рододендронами прямо сейчас. Прямо сейчас ждать более-менее теплых дней и высаживать их. По газону вам тоже сказала, уплотним все это дело тут, утрамбуем и будем ждать середины апреля или конца апреля. Потом граблями еще немножко пограбаем землю. Вот Света сегодня будет эти все корни убирать. И потом рассыпем семена. Какие семена я куплю, я вам покажу. Буду, наверное, спорт. Там, где больше райграсс, по-моему, сорт называется. Чем больше сортов в травяной смеси, тем считается лучше. Но нам тут главное, чтобы она не вытаптывалась. Чтобы она не вытаптывалась. Тут все остальное на клумбе засыплю хвойными иголками. Бордюра мне не хватило. Уже скоро-скоро открою свои рододендроны, магнолии. Так, ну идемте, сейчас покажу. Немножко отвечу на вопрос про сад. Вы спрашивали. Красивый такой пельц блю. Такая зона вообще хорошенькая получается. Будет зеленая травка, рододендроны, елочки. В планах еще хвойных докупить. Посмотрим. Так, ну мы плавненько перешли вот сюда. Я вам и рассказывала, я вытащила бордюр, потому что мне хочется ровные линии и буду его выкладывать ровненько, геометрически правильной фигурой. За композицию участка, скажем так, расскажу. У нас есть 2 теплицы. Это помидорная, которую Света скоро будет мыть, осенью не мыла, и огуречная. Огуречная выше, под 2 слоями пленки. Тут идет в помидорной поликарбонат 6 и пленка тоже тепличная. Размеры теплиц 6×3 и 4×2. Грядок с помидорами, баклажанами и всеми овощными культурами у нас нету. Первый год я, конечно, насажала все, оно не вызрело. И у нас довольно холодно. Получается маленький срок, когда я могу получить урожай. Количество овощей в теплицах нас вполне устраивает. Но зато у нас есть более 25 фруктовых деревьев, которые я формирую, в основном формирую в форме чаши, чтобы можно было невысокое доставать с вытянутой руки или с небольшой лесенки. Форма чаши, я про плодовый сад не рассказываю свой. Ну, форма чаши, это оставляется 4 ветки
нижний центральный проводник убирается и разводятся эти веточки, чтобы попадало солнышко в центр дерева нашего. Кто интересуется этой темой, можете посмотреть в интернете, как сформировать деревце формой чаши. У нас очень много фруктовых кустов. Голубика. Сейчас подойду, покажу вам. 5 кустов, по-моему, голубики у меня. Специально грунт меняли для голубики, сильно кислый торф. И я сюда кидаю веточки, которые обрезаю. Голубика очень хорошо плодоносит, у нее красивые стволы такие и красные красивые листья. Осенью вот это молодые ее побеги. Вот это от акраконы ветку Света отрезала. Кусты с крыжовником. Как получилось, что так много деревьев фруктовых получилось у меня на участке? У меня около десятка колоновидных. И штук 15 таких посажены они за теплицами. Вон там. Там еще расстояние остается 2,5 метра. И я их формирую небольшими. Они там как раз поместились. И вторая часть деревьев фруктовых моих вон там далеко, где заканчивается туевая аллея. Мы там иногда гуляем. За это я вам порассказывала, за свою территорию, сколько у нас чего. Барбарисы красивые такие, колоновидные, будут создавать нам тут вертикали. Тут высажено у меня 4 сливы писарди. Я их тоже буду формировать. Они дают плоды, эти сливы. Такие темно-бордовые сливы, немножко терпкие на вкус. Они съедобные, но эти деревья высажены у меня для другой цели. Не для съедобных слив, а хочу из них такие вертикали, кубы или шары, не знаю, что формировать. Растут они у меня уже 2 года. Покупались примерно все одинаковые. Ну, я их по высоте подровняю с этой стороны. И вот, с этой стороны как-то лучше по высоте они. У них темно-бордовая красивая листва и цветы красивые. В общем, весной они здорово смотрятся. Получилось вот эти 2 деревца пониже, с той стороны повыше деревья. Слива писарди декоративная. Я специально покупала маленькие, ну, вообще такими метровыми, 1,20 м палочками. И сама их уже формирую. Большие деревья, во-первых, дорого. Во-первых. И во-вторых, дорого. Поэтому делаю все сама. Что мы сейчас можем начать делать в саду? И я уже начала. Я стригу свои хвойные. У нас такая температура теплая. Представьте, 8-10 градусов уже несколько дней. Ну, был дождь. В дождь этого делать не надо. Когда ветер небольшой, сегодня уже нельзя. Когда небольшой ветер, можно начинать стричь. Самое главное в стрижке хвойных – это то, что надо успеть до начала молодых приростов. Это, по-моему, Даника моя. Голден, если я не ошибаюсь, шаровидная. До начала, как начнет появляться и в рост пойдет молодая хвоя. Тогда лучше не стричь, а подождать уже июня, прохладного вечерка, и тогда можно, если что-то не успели, опять формировать крону. Почему сейчас? Потому что как раз растение не пересохнет от солнца, не замерзнет от мороза, и в новый садовый сезон войдет уже правильная форма. Вот мне надо все свои шарики перестричь. По вот этим туям, что я буду делать, поправлю формы пирамиды, вот эти мои
очень мне нравятся. Хочу вот с этой стороны, вот эти вот еще смарагды, тоже начать пирамидой формировать. Они у меня тут такими морковками растут, такими же пирамидами красивыми. Советую вообще геометрические формы в саду. Они как-то такую статность, значимость придают. Видите, начала туя пирамидалис салатовой становиться из желтой. Буквально каких-то 3 недели, и она вот так поменяла цвет хвои. Представьте. Так, по садовым работам, что я еще делаю? Или буду делать? У кипарисовиков, значит, проверяйте обязательно, есть второй ствол или нет. Вот у этого красавчика был второй ствол. Тут вот один уже идет. Вот, видно? Вот он идет. А было 2 с той стороны. И 2 было на вот такую высоту. И он у меня не идет в рост. Представляете, 2 вершины. У него все силы тратятся на 2. Он пушистый, красивый, но он низкий, пузатый какой-то. В высоту не прибавляет. А сейчас какой мой пельцблю. Так, новым своим секатором Света уже запланировала. Смотрите, как распушились скальные можжевельники. Значит, сейчас уже можно пройтись и посостригать, я вам рассказывала, верхушечки у веток, чтобы он начал пушиться. Если вы помните, такие тут были палочки, я прикреплю видео, это было меньше года. В начале апреля я снимала вот с этого места, вот с этого, вот эти свои скальные можжевельники. Они создадут такую хорошую мне вертикаль, закроют рододендроном моим солнышко, голубенькие будут. А тут у нас вот такая красотень из менджулипов. Так, еще был вопрос, буквально вчера прочитала, я напишу в комментарии, но хочу ответить. Растут ли у вас на участке куприса ципалисы? Лейланда, по-моему, Gold Reader. Я на эти хвойные растения поглядывала, когда только начинала сад засаживать, формировать. Но вовремя остановилась, и слава богу. Эти куприса ципалисы растут больше 30 метров. Вы представьте, что бы я с ними делала. Не справишься, мне хватит менджулипов, которые буквально напали на меня своей массой. Он там возле лавочки один растет. Я хожу на него, смотрю и за голову держусь. У меня тут вон целая армия растет еще. И за периметром больше даже, чем вот эти. 1,5 метра в размахе. А куприса ципалиса из-за того, что быстро растут, у них ствол. Я просто смотрела, интересовалась, читала, отзывов много перед покупкой, какие хвойные вертикали в сад купить. Ствол очень тоненький, и его надо первое время к опоре привязывать. Вот даже у скального, смотрите, можжевельника, ну, за год вот такой относительно он небольшой. А смотрите, вот этот прирост, это за зиму. Я читала, что зимой тоже растут хвойные. За зиму прирос. Он был ниже. И, в общем, вот этот Лейланда хвойное растение, его надо, оно 2-3 метра и с опорой, представьте. И он узенький, чтобы его пышным сделать, его надо сильно застригать. И в ширину они до 7 метров. Ну, у кого сильно огромные участки и хотят быстро закрыть, допустим, забор. Вот у меня там тоже скальные растут через 1,5, через 1,60 м. Видите?
и они будут 1,5–1,20 м в ширину. Как раз останется зазор для гортензий там. А куприсаципалисы, они займут все возможное пространство вам. Закроют, забьют, разрастутся. Их тогда, наверное, надо вершины. Вот я вам про сосны говорила. У нас сосны со всех сторон. С той стороны он вообще лес уже на соседних участках. С ними надо быть очень аккуратными. Быстро растущие хвойные растения, они красивые, пока маленькие. А когда большие, это, на мой взгляд, куча проблем. Вот срезала ветку с этой акроконой своей. И смотрю, что это тоже как бы девочка-припевочка, которая была палочкой, а сейчас, спустя 2 года, она уже в ширину. Вы видите, какой размах у нее нижних веток? Ну, можно останавливать рост вверх, медленнее, ширококоническая девочка, скажем. Так, новыми своими кусачками света. Не кусачками, а секатором. Тяжеленький, металл хороший. Надеюсь, послужит мне хотя бы больше года. Какой-то мексиканский бренд. Ну, я за брендами не гонюсь. В общем, по Хакура Нишики надо еще тут пройтись. Так же само маленькие все повырезать. Так вот прямо с вами попробую сейчас. Вы, кстати, знаете, как надо правильно секатор держать? Вот этим широким лезвием вниз. И вот так вот рассекать. Я вот так вот резала, так неправильно. Так, такая красота. Что вам еще показать? Покажу, как мы иву обрезали. Сейчас отойду дальше, покажу, как мы с ивой поступили. Так вот, сняли основные ветви, убрали. Метра по 2,5 ветви были. И чтобы, хочу над лавочкой, немножко спускались вот эти кудрявые веточки, а высоту не брали ничего. Сейчас подойдем, покажу тюльпаны, тоже там проклюнулись. Я целую аллейку посадила. Поставила там сетку. Почему? Покажу. Потом мои Джек Расселы, выходя на прогулку из двери прямиком, у них тут свои дорожки, и вот сюда по светлым тюльпанам. Я тут очень много насажала, на зиму замульчировала, вот такую сетку поставила. Но она временная. Кстати, надо посмотреть, как там мой кипарисовик перезимовал. Потом подрастут тюльпаны, и я их уже уберу, когда они будут побольше. Вот уже тут, смотрите, тюльпанчики. Ну, тут разные большие и маленькие, сорта разные. Я прямо микс насажала. Все в одно место. Кстати, с тюльпанами будет у меня интересная история. Я заказала несколько ящиков луковиц. Расскажу и покажу, когда получу. И почему ящиками, и откуда я их взяла. Глобоза моя большая, красивенная, которую я хотела выкопать и убрать. Я вам рассказывала, когда по хвойным растениям обход делала. Ой, я же вам там должна еще кусок сетки нашла. По хвойным еще рассказать. Идемте посмотрим, как проснулись пионы наши. И что, и как, и где. Пионы у меня посажены и вдоль дома на клумбе. Вот тут. Тут им полутень. А вот красивый мой кипарисовик Illumi Gold. Так, улетело покрывало мое. Illumi Gold. Вот это Illumi. А вот это Illumi Gold. Вот такой он был связанный тоже. Тоже смотрите, какой красивый у него цвет.
нидиформисы, которые я очень люблю. И вот эти надо еще поразвязывать тоже. Элюмиголд растут. Так, если смотреть, целой аллейкой. По структуре между ними нидиформисы. На переднем плане пионы. Если не ошибаюсь, тут у меня пион Джокер растет. В прошлом году посаженный. Так не буду трогать, потому что в прошлом году так я хотела посмотреть, сколько у него, ну не именно у этого пиона, а у другого, сколько у него почек проклюнулось, что поломала штук 5, наверное. Ну вот, у этого пиончика видны уже, проснулись. Это Coral Sunset. Я вам показывала пион. Очень мощный, быстро нарастает. Я их уже открыла, чтобы вентиляция была. Они у меня посажены с этой стороны и с этой аналогично. Так, тут цвета, по-моему, еще не открыла. Ну вот, тоже хороший пион. Прям мне очень нравится. Вот они, пиончики наши. И напротив, значит, вот эта аллейка. Тут тоже растут пионы. Я уже срезала у них вот эти засохшие ветки. Ну вот в этой зоне я вам начала рассказывать, отвлеклась разглядыванием пионов. Посажены по структуре, видите, горизонтальные можжевельники у меня. Принц Уэльский поменьше и Джет Ривер голубовато-сиреневатый горизонтальный можжевельник. Расскажу вам про него, наверное. Между ними растут нидиформисы и гортензии. Гортензии я, кстати, все уже подстригла. Все ждут весны, цветения. А на переднем плане тут растут у нас пионы. Подстрижены, ждут-пождут весны. Немножко они присыпаны. На некоторых проснулись почки. А и тут вон уже проснулась бордовая. Но я не спешу их прям совсем открывать, закрывать, потому что холода у нас еще будут. Кусты большие. Кстати, вы знали, что пионы можно делить каждые 3 года. Ну, куст тогда не будет большой вам. А вот большой какой росточек. Вот это тоже такой средний большой куст. Большие кусты не будут, но вы посадочный материал получите сами себе. Размножите. Ну что, по работам я вас сориентировала. Можно стричь хвойные, у кого 0+5. Можно начинать. Вот эту я хочу пихту, форму как-то ей придать. И опять вершину надо обрезать, наверное. Постепенно открываем. Пока рододендроны, древовидные пионы еще не открываем. Розы не открываем. Хотя у некоторых розы зимовали. И мои розы, которые зимовали, сейчас покажу вам, без укрытия, чувствуют себя более чем прилично. Я вам скажу. Если так пойдет, то я постепенно все переведу. Вот, смотрите. Вот как перезимовали мои чайно-гибридные розы. Ну, можно сказать уже, что перезимовали. Как только снимем укрытие, надо раскидать органическое удобрение. У меня навоз конский. Удобрять, кстати, забыла сказать про рододендроны. При высаживании никаких удобрений сейчас не кладем в посадочную яму, потому что активный рост нам надо стимулировать только после того, когда он отцветет. Не забудьте это, кто досмотрел видео до конца.
Вот он, минджулеп. Смотрите, какой большой, взрослый. Ну все, я побежала свои дела делать. Сегодня, наверное, открою первые кусты рододендронов, чтобы вот эти палатки убрать. Так мне хочется. Всего хорошего. До встречи в следующем видео. Не знаю, какие-то цветущие красивые растения, наверное, покажу. Это Тамарис цифолия, можжевельник. Красивущий осьминожек. Задавайте вопросы, спрашивайте. Буду по мере возможности отвечать. Всего хорошего. Весна.